Продолжаем вязать нашего бычка Гаврюшу. В этом видео мы свяжем ушки, рожки, мордочку, хвостик и полностью оформим мордочку. Покажу, как вышивать пятнышки и пришьем ручки. Так, сейчас давайте свяжем ушки. Вяжутся они легко. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков. Вяжем светлой ниточкой. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем колечко. Дальше делаем 6 прибавок. В каждый столбик предыдущего ряда мы делаем 2 столбика без накида. 1 и сюда же 2. Первая прибавка. 1, сюда же 2. Вторая прибавка. Так, третья. Четвертая. Пятая. И шестая. Так, провязали второй ряд. У нас получилось 12 столбиков без накида. Я проложу ниточку, маркер. Мне так удобнее. Так, следующий ряд вяжем третий. Будем вязать опять 6 прибавок, чередовать 1 столбик, прибавка. И так 6 раз. Так, теперь прибавку. Опять вяжем столбик. Дальше делаем прибавку, вяжем в 1 столбик, 2 столбика. Дальше 1. Снова прибавка. 1 и снова прибавка. Так, 1. Пятая прибавка у нас. И последний раз 1 столбик, прибавка. Мы довязали третий ряд. У нас с вами получилось 18 столбиков без накида. Дальше вяжем с 4 по 7 без изменения по 18 столбиков в ряду. 4, 5, 6 и 7. 4 рядочка у нас получается. Вяжем по 18 столбиков без накида. Давайте самостоятельно. Провязали 4 рядочка. 4, 5, 6, 7. Дальше вяжем 8 рядочек. В нем мы делаем 6 убавок. Чередуем 1 столбик, убавка. Так 6 раз. 1 столбик, вторая убавка. 1 столбик, третья убавка. Столбик, четвертая убавка, столбик, пятая убавка, 1 и последняя шестая убавка. Дальше мы вяжем 2 рядочка, 9 и 10 без изменения по 12 столбиков в ряду у нас. Провяжите самостоятельно 2 рядочка. Довязали 10 ряд, вяжем 11, это будет наш последний заключительный ряд. Вяжем 6 убавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все. Делаем соединительный столбик.
и отрезаем. Оставляем ниточку так, чтобы нам было удобно пришить потом ушко. Все, свяжите самостоятельно второе такое же ушко. Вяжем рожки. Набираем 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, соединяем в колечко. Вот в первую петельку. Соединительной петелькой соединяем. Дальше по цепочке вяжем 10 столбиков без накида. Один, два, три, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я проложу контрастную ниточку как маркер. Так, вяжем 1 столбик без накида, убавка. И довязываем 7 столбиков до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это был у нас с вами второй ряд. Дальше вяжем третий ряд. Снова 1 столбик, убавка. Дальше довязываем до конца ряда 6 столбиков без накида. Конечно, не очень удобно вязать эти рожки, но они маленькие, так постараться можно связать. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, довязали с вами третий ряд. Думаю, вы поняли принцип. Мы так и будем делать, пока у нас не сузится рог. Вяжем четвертый ряд, 1 столбик, снова убавка,
И довязываем ряд до конца. У нас там с вами 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Все, в ряду у нас с вами 7 столбиков без накида. Дальше вяжем 5 ряд и снова по той же схеме 1 столбик без накида, убавка, и довязываем ряд до конца. У нас с вами 4 столбика. Так, тут, конечно, пальчики придется немножко помучить наши. 2, 3, 4. Так, вяжем последний. Вяжем 6-й ряд. Снова делаем 1 столбик, 1 столбик, убавка. Если не получается делать убавки вот за задние стеночки, делайте обычным способом. В каждую петельку втягивайте так. И осталось нам с вами довязать 3 столбика. 1, 2, 3. Так, дальше я вытащу эту ниточку, она мне не нужна. Мы свяжем с вами еще 3 столбика. Давайте 1, 1, чтобы чуть-чуть повыше был рожок. 2, 3. И все, можно вытянуть ниточку, вытягивайте чуть-чуть побольше, сразу пришьем этой ниточкой. И, значит, вдеваем в иголку, ниточку и затягиваем. Вот подбираем полустеночки. 1, 2, 3. Вот тут 4. Давайте вот эту еще 5. Все, так затяните. И вот спрячьте в серединку ниточку. Снизу выведите. И вот он у нас вот такой вот рог. И вот здесь завязать снизу. Если посильнее утянете, то он побольше будет изогнут. Он и так у нас изогнут, потому что мы делали убавки на одном и том же месте. Все. Можно чуть-чуть набить. Я набивать не буду. Просто спрячу туда вот эту вот ниточку. Вот, а так на ваше усмотрение можете вот здесь вот чуть-чуть набить, чтобы он
более. Ну вот у меня здесь вот они не набитые, хорошо стоят. Так, свяжите еще один такой же рог и будем вязать мордочку. Вяжем нашу мордашку, берем снова ниточку темного цвета, набираем 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во вторую от крючка вяжем прибавку. Вот она. Первая, вот вторая. В нее вяжем прибавку. 1, сюда же 2. Дальше 3 столбика. 1, 2, 3. В последнюю, вот в четвертую петельку вяжем сразу 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Теперь уже вяжем по этой стороне и стараемся немного ввязать наш кончик. По другой стороне мы вяжем также 3 столбика. 1, 2, 3. Дальше делаем прибавку. 1, 2. Все, это у нас будет с вами первый ряд считаться. Прокладываем контрастную ниточку, наш маркер, вяжем вот сюда. Она у нас такая немного кривая петелька. Вяжем в нее 1 столбик. Дальше прибавка. 1, 2. Затем вяжем 3 столбика по прямой. 1, 2, 3. Прибавка. Дальше 1 столбик. Затем прибавка. Дальше вяжем 5 столбиков по прямой. 1, 2, 3, 4, 5. Прибавка. Все, мы с вами провязали второй рядочек. Вяжем третий ряд. 1 столбик. Дальше прибавка. Затем 5 столбиков по прямой. 1, 2, 3, 4, 5. Прибавка. Дальше 2 столбика. 1, 2. Прибавка. Дальше 5 столбиков по прямой. 1, 2, 3, 4, 5. Прибавка.
и 1 столбик. Провязали с вами 3-й ряд. Вяжем 4-й ряд. 2 столбика, 1, 2, прибавка. Затем вяжем 6 столбиков по прямой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, прибавка. Дальше 3 столбика. 1, 2, 3. Прибавка. Дальше 6 столбиков по прямой. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Прибавка. И осталось 1 столбик. 1. Все, провязали с вами 4-й ряд. Вяжем 5-й ряд. Снова 2 столбика. 1, 2. Затем 2 прибавки подряд. 1, 2, 1, 2. Дальше 6 столбиков по прямой. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 прибавки. 1, 2, 1, 2. Дальше 3 столбика. 1, 2, 3. Дальше 2 прибавки подряд. 1, 2. Следующая прибавка. 1, 2. 6 столбиков по прямой. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Прибавка. 1, 2. Еще одна прибавка. 1, 2. И осталось довязать 1 столбик. 1. Итак, мы провязали с вами 5-й ряд. У нас уже с вами 34 столбика в ряду. Дальше 6-й ряд вяжем. Вяжем сразу 2 прибавки. 1, 2, 1, 2. Дальше 15 столбиков по прямой. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Теперь вяжем 2 прибавки подряд. 1, 2. Первая прибавка. 1, 2. Вторая прибавка. Дальше 15 столбиков по прямой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15. Все, довязали с вами 6-й ряд. В нем у нас уже 38 столбиков без накида. Дальше вяжем 4 ряда с 7 по 10 ряд включительно, без изменений, по 38 столбиков без накида. 7, 8, 9, 10. 4 рядочка. Свяжите самостоятельно. Вязали 4 ряда с 7 по 10. Вяжем 11 ряд, он у нас последний. Делаем сразу убавку. Дальше провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Затем убавка. Дальше 5 столбиков по прямой. 1, 2, 3, 4, 5. Убавка. Снова 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Убавка. Дальше 3 столбика. 1, 2, 3. Убавка. Дальше 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Убавка. Снова 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Все, наша мордочка готова. Делаем соединительный столбик. Оставляем ниточку подлиннее. Будем пришивать. Вытягиваем. Все, наши все детальки готовы. Мордочка есть, само тело есть, рожки, ушки и ручки. Все, давайте приступим к сборке нашего бычка. Итак, предлагаю начать оформление бычка с мордочки, с пришивания мордочки. Значит, смотрим, вот где у нас такая пониже большая выпуклость, это попа. И вот поменьше выпуклости, это будет животик. Так, начинаем ее пришивать. Вот это вот затянутое вот будет у нас 1 ряд, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Вот здесь нам надо начать пришивать ее. Так, давайте приколем, как нам нравится. Между 13 и 14 у нас будет макушечка, но вверх. А вот здесь уже будет вот так вот внизу.
И начинаем пришивать по кругу. За каждую петельку. Потом вот дойдете до сюда и оставите немного, не дошивайте до конца, оставьте немного, набьете, и потом уже набивать не надо прям вот сильно, можно вот помягче, чтобы утяжечку можно было. Ну, тут утяжка такая не сильная, но надо сделать ее. Все, давайте пришьем. Пришила мордочку. Здесь вот закончила. И теперь давайте выведем вот сюда ниточку под низ. Так примерно в серединке. Сейчас сделаем небольшую утяжку, сильно не надо. Так, и теперь вот видите, у нас вот эта вот серединка и чуть выше на рядочек. Вот это вот воздушные петельки мы здесь набирали. И вот чуть-чуть повыше на один рядочек. Так вот в серединке. И обратно сюда же вниз. И чуть-чуть утянули. Прям чуть-чуть. Чтобы она такая... Чуть-чуть щечки вот эти вот появились. Губки пухленькие вот эти. Вот так. И вот надо сделать узелочек, закрепить. Угу. И еще разочек сделаем. Также. Снова выводим иголочку в это же место. Все, вышло. Так, и еще разочек.
Теперь просто закрепляем ниточку, прячем и обрезаем. Я предлагаю пришить глазки. Возьмите невидимочки, возьмите булавочки и давайте отметим глазки. Так, сейчас я вам скажу, куда я их поставила. Смотрите, вот это вот колечко затянули мы. Будем считать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Между 11 и 12 рядами ставим булавочку. Так. Между булавочками у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 столбиков. Так, вы поставьте, поглядите, как вам нравится. Так, или поближе. Так, я, наверное, ставлю поближе. Получается, между 11 и 12 рядами, между глазками 1, 2, 3, 4, 5. 5 столбиков без накида. Я буду пришивать черной ниточкой ирис. Вот у меня она в 2 сложения. У меня бусинки 6 миллиметров. Так. Берите иголочку с ушком, чтобы пролазила вот в бусинку спокойно. Вот. Так, заводим иголочку со стороны головы и выходим вот сюда. Теперь бусинка. И теперь чуть-чуть в сторону, вот сюда, в бок. То есть вот один столбик. Вышли сюда, где была булавочка. Сюда убираем. И надо выйти прям вот сюда же. Теперь давайте затянем глазик. Ну, не сильно, но настолько, насколько вам нравится, чтобы она села. Еще разок. Так. И я проделаю то же самое еще раз. Чтобы покрепче был глазик пришит. Бусинка это. Но я думаю, что эти игрушки все-таки 3+. Совсем маленьким деткам. Я бы не рекомендовала таких. Ну, хотя детки разные вот. Так, и опять прям вот сюда же. Все, опять утягиваем, делаем узелочек. Второй. Так, и прячем. Обрезаем. И эту ниточку я уже спрячу крючком. Все, то же самое делаем со вторым глазиком.
Так, делаем то же самое со вторым глазиком. Так, берем бусинку. И вот сюда в сторону на один. И надо вывести все прям сюда же, чтобы этот узелок у нас потом спрятался вовнутрь. Так, и еще разочек я сделаю. Так, и выхожу сюда же. Все, и опять затягиваю, завязываю. Также прячем, обрезаем. Когда у меня уже есть глазки на мордочке, мне будет легче смотреть, куда мне захочется поставить ушки и рожки. Так, давайте пришьем рожки. Также посмотрим, куда нам их прикрепить. Так. Один, два, три, четыре. 4 ряда от круга, от кольца. Также 1, 2, 3, 4. Так, начинаем пришивать. Итак, пришиваем ушки, пришиваем их ровно, ну то есть вниз. Вот, наверное, один рядочек, отступив от наших рожек, вот так. Чуть-чуть можно вот посильнее пришить, не так, а вот еще захватить чуть-чуть вот здесь повыше, и оно будет уже вот такое. То есть не вот так, а чуть-чуть кверху. Ну и все, я думаю, достаточно, оно уже никуда не денется. Делаем узелочек.
Еще один узелочек. Прячем, обрезаем и пришиваем второе ушко. Итак, теперь предлагаем пришить ручки. Вот там, где у нас переход, вовнутрь. Так, опять размещаем там, где нам нравится. Так, пришиваю я ниточкой, из которой вязала тело. Вставляю вот сюда и выхожу. С этой стороны. Вставляю хвостик. Так, я буду шить только вот за... Не насквозь буду стягивать, а вот буду шить только за внутреннюю часть ручки. Отступаю один. Так, а точно хотите, я вам посчитаю. Значит, вот шея. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Между 7 и 8 рядом у меня получилось. И здесь 1, 2, 3, 4 между 4 и 5. Так, выхожу на один столбик в сторону. И завязываю. И уже еще раз делаю надежно. Так, теперь я пришиваю вторую ручку. 1, 2, 3, 4 между 4 и 5. В общем, четких правил здесь нет в пришивании ручек. Делайте, как вам удобно, как вы чувствуете, как вы думаете. Сейчас я еще на один узелочек. Так. Вывожу сюда, на эту сторону. Делаю узелок. Второй. И прячу ниточку.
Вот обрезаем. И прячем этот кончик. Все. Теперь вот такой у нас пучок уже. Ручки у нас крутятся. Так, теперь давайте вывяжем хвостик. Так, вот видите, считаем. Серединка, где мы связывали вот эти 2 воздушных петли, набирали. 1, 2, 3, 4, 5. Между 5 и 6. Вот так вот определите. Мы здесь будем набирать 2 или 3. Сейчас посмотрим. Я делаю так. Вы, конечно, можете связать сначала хвостик, потом пришивать. Так, 1. Немножко неудобно, но это помучится сейчас чуть-чуть в начале. Так, 2. Теперь чуть-чуть ниже, то есть хватаем вот этот вот 5-й ряд. Сейчас мы посмотрим, у нас посерединке. Давайте еще 3-й возьмем сюда рядышком. Сюда 3-й возьмем. Опа. Цепляемся. Теперь вот отсюда вниз. Вот он, 5-й ряд. Сюда. Теперь идем и цепляемся с вами между 5-м и 4-м рядочком. Одну петельку. И теперь поднимаемся наверх. Все, и соединяемся с нашей петелькой. Вот она. И если вы хотите как бы изнаночными рядками, то можете продолжить вот так вот по спиральке вязать. Но я сделаю воздушную петлю и развернусь, потому что мне удобнее лицевыми вот так. Оп. И в обратную сторону я пойду вязать. Я не считаю петельки, не считаю рядочки. Потом свяжете, ну, получится, наверное, примерно у вас рядочков 15. 1, 2, петель 5 в рядочке. 2, 3, 3, 4, 5. Вот сюда вот 6. Хочу сделать. Так, 6.
Так, 6 петелек у нас получается. Хвостик из 6 петелек. И просто вяжете ну, по кругу, так по спиральке, на ту длину, какую вам надо. Все, я не делаю соединительные петельки, просто иду по спиральке. Я провязала 15 рядочков. Вот, смотрите. Вот этот ряд соединений. Потом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И вот здесь вот снизу я буду менять ниточку. Провязала петельку, вытащила. И если вы тоже вяжете из Yarn Art Jeans, то вы знаете, что вот она из 4 ниточек скручена. Я разъединила. Вот по 2. И буду уже присоединять вот эту вот тоненькую, заканчивать рядочек. И сразу ввязываю все кончики, провязываю рядочек. Дальше нам надо... Вот этот кончик, кстати, можно нам никуда не прятать, вот, потому что метелочка будет. А вот беленький нам надо спрятать. Так. И теперь просто делаем убавки сколько сможем. Я сделала одну убавку. Вот сейчас, наверное, вторую сделаю, и все. Все. Теперь я вытаскиваю, отрезаю. Завяжу вот эти вот кончики. Все. Теперь присоединим. Можно сразу нарезать. Сейчас будем просто присоединять. Делать метелочку. Теперь обрезаем. Вот такой вот хвостик. Так, нам с вами осталось вышить бровки, сделать чубчик. Ввожу. Так, и над глазиком 1, 2. Вот сюда пробуем. Так, что у нас тут?
1, 2, 3, 1 вниз. 1 вниз. Пробуем так. Нет. 1, 2, 3. 3, 1, 2. Здесь также вывожу. 1, 2, 3, 4, 5. Между 6-м и 5-м столбиком. Да что ты. Так, считаем. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 вниз, 2 вниз. И выводим. Так, бровки я не утягиваю. Завязываю. Так, прячу. Так, давайте вышьем пятнышко. Вот где-нибудь на головке, вот здесь. Так, повторюсь, ниточка Yarn Art Jeans просто разделила напополам. Где вы хотите, в произвольном месте вышивайте. Там, где вы считаете нужным посадить это пятнышко. Так вот. Прям как цепляйтесь, чтобы у вас прям рядышком шли ниточки. Вот так. Я вяжу прям произвольно форму, как бы пятнышко, как получается по ходу моих стежков. Все. Одно у нас пятнышко готово. Прячем ниточку. И вышиваем их столько, сколько вы хотите. Какие хотите, большие, маленькие. Вот на этом бычке у меня здесь вот, здесь одно, здесь одно. И вот большое сзади. Как бы совсем все в пятнистости, не знаю, тоже на вкус и цвет. Давайте покажу вам, как делать чубчик. Делается он также примерно как хвостик. Нарезаете себе ниточек. Я решила делать чубчик светленький. Поддеваете в середину. Можете попробовать. Можете сделать темный, как вам нравится. Все.
все так же. Столько, сколько вы хотите. Какой он у вас будет, пышный или нет. Сюда. В общем, тут уже полная фантазия, фантазия. Так, еще одну. Сейчас посмотрим. Сейчас я, знаете, что сделаю? Сначала расчешу. Так, вот расчесочкой. И посмотрим. Все. Больше я, наверное, не буду. Мне достаточно. Так, ведь у меня будут туда-назад. Такой вот чубчик будет. Сейчас мы сделаем прическу. Так, если это девочка-коровка, можно сделать там как-то подлиннее. Так. Можно все наперед. Так вот. Как у меня. Вот у этого Гавриила. Такой вот у него чубчик. И здесь давайте сделаем тоже все наперед. Еще вышьем ноздри. Втыкаю между 4 и 5. Вот у нас эти вот воздушные петельки мы набирали. 1, 2, 3, 4. Между 4 и 5. И вот сюда вниз. Теперь вывожу сюда. Также сюда. Еще разочек также, чтобы они у нас такие были более выпуклые, как у коровки, вот ноздри. И еще разочек. Никаких утяжек я не делаю. Все, вывожу иголку. Завязываю и прячу. Так, все, на этом наш мастер-класс подходит к концу. Пятнышки еще можно вышить. Я, конечно же, это сделаю. Здесь я вам показала принцип, как я это делаю. Вот. Такой вот у нас красивый бычок получился. Очень красивый, мне очень нравится. Во-первых, они как игровая игрушка, супер, ей можно играть, потому что ручки, ножки можно одевать, раздевать.
Отличный подарок будет на Новый год, как символ года. Вот такой вот у нас бычок Гаврюша получился. Вот. Румянами затенить немножко ушки, как вот у этого бычка. Это опять же по желанию все. Вот, надеюсь, вам было легко и понятно со мной вязать такого бычка. А на этом все. Пока-пока.